Итак, друзья, всем доброе утро. В общем, приехали мы после соревнований, а точнее тестовых официальных заездов. Проехали мы там по 11 секунд, 11:03, 11:09, 11:15, но было жарко. И вчера поехали попробовать перебить это время. И первая, вторая все было нормально, 0,103,4. И в итоге при переключении на третью передачу почувствовал такой подпор. То ли как будто промахнулся на третью, якобы между третьей и первой попал такую, как в некую стенку, но никогда раньше такого не было. Либо это просто вот действительно подгорела муфта, вот эта вот, которая у них есть в 0.1Е больное место. Даже не то чтобы больное место, но с ней постоянно проблемы, если есть, то, как правило, с ней, ну и синхроны, понятное дело. В общем, приступаем к разборке нижней части, снимаем глушитель, все дела, добираемся до коробки. Здесь была с ней и так проблема, вот видно, она подтекала, то есть как раз и на тестовых официальных заездах я тоже почувствовал на последнем заезде, что у меня тяжело заходила вторая. И вот, собственно говоря, вчера коробка отказалась на дальнейшее сотрудничество с нами. Ну ничего страшного, 0.1Е они такие. Нагрузки на них тоже не самые слабые. И суть этой коробки, весь плюс основной, по мне, так лично считается, это то, что они все ремонтно пригодные. То есть все это можно заменить внутри, и она потом пойдет в бой снова. Так что погнали разбирать. Так, процесс потихоньку идет. Глушитель снял. Теперь будем снимать кардан. Даже защитка на месте. Удивительно. Глушитель весил пипец сколько много. Кажется, вроде ерунда. Такой тяжелый, как целая штанга. Итак, коробка снята с машины. Честно сказать, чтобы эта работа проводилась здесь легче, чем на 4-м Б5 кузове, я бы вообще не сказал. Как-то все совсем по-другому. Из-за того, что на старых коробках 0.1Е есть система тросов. На этой коробке сейчас нету. Вот эта коробка пойдет туда. А старая... Так, что у нас тут было? Где старая? Вот. Вот тут вот троса идут. Это сделано для безопасности автомобиля в случае, так скажем, какого-то ДТП. На этих кузовах было на 80-ках. И тут проходит кулиса. Я ее не открутил сперва, и были сложности. Обычно ее можно оставлять всегда, допустим, на 4-м кузове, на Б5, там на Б6. Кулису снимают вместе с коробкой. А тут было невозможно снять ее вместе с коробкой, потому что нужно было сперва ее открутить вот отсюда. Скажем, в этом расположении она прикручивается. Пришлось кулису открутить, и только тогда смогли полностью снять коробку. То есть первое впечатление от за 4 кузова, так скажем, не очень, но в принципе повлияла только вот эта проблема. Если эту приблуду больше не устанавливать, многие от нее избавляются. Кто-то может противник этого. Если ее больше не ставить, то проблема будет намного проще решаться в установке коробки.
Короче, сцепление у нас скользит. Коробку поменяли, скользит сцепление. В буст машины выходит. Тяги 0. Тахометр вот так вот. Будем смотреть, в чем проблема. Либо тормозная жидкость, либо масло с коробки. Короче, хз. Здесь, кстати, заметь, сухо. Опа, 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 опа. Итак, сняли коробку. Так как у машины буксовало сцепление люто, ездить было невозможно. Что мы видим? Выдавило масло сальника, которое находится непосредственно за выжимным. Ну понятно, всего, да. Так он не менее не сальник. Пиздец, заебись, коробку типа сделали. Угу. Просто сальника выдали. Я думаю, скорее всего, он рассохся. Там щель, блядь, Антон. Там щель в миллиметр между сальником и валом. Вон, смотри, внизу. Но... Либо сломали сальник, это забьет. А вон он погнутый, мятый, смотри. Угу. Видишь здесь? И там щель еще большая. Да, да. Ты знаешь, что это дефициты их больше не производят эти Просто... держать лапки. В курсе? Ну, Кстати, это уже, да, это уже чуть-чуть другой. Просто такой фейл, да? Странно, куда делать, блядь, 17? Друзья, привет всем! Вы на канале Тоха Турбо. Итак, мы находимся на городской локации, где пройдут соревнования 1/8, а именно 200 метров. Чуть позже расскажу вам видео о некоторых доработках, которые мы сделали на этой машине. В принципе, их немного томить не буду. Чуть короче коробка и немного переделан выхлоп. В общем, переходим к заездам и начинаем устраивать грязь, делать квадростарты. Погнали!
Reijo Paaja vasakrada ja Anton Eller paremrada. Seitse 41 165 kilomeetrit. Ну что, друзья, как говорится, погода нелетная. Сегодня идет дождь практически целый день. Сейчас мы ездили, так скажем, на паузу. Отъезжали, чтобы прошло некоторое время, чтобы дорога просохла, чтобы на трассе возможно было продолжать заезды. Понятное дело, никто так из организации не может допустить нас, поэтому тратим время, так скажем. Сейчас остановимся, покажем вам, как это все происходит, насколько все мокро. Кстати, я, по-моему, проехал свое место. Вот тут некоторые машины успеете запалить. Хотя можем проехать и отсюда сейчас. Что-нибудь будет даже видно. Некоторые участники уже уехали. Вот он старт, вот светофор. Очень хорошая организация, так скажем, наша местная организация нашего конкретно города, из которого мы. Им респект за то, что они сегодня бьются до конца, не зарубили никому ничего, никого не послали, а ждем возможности того, что дождь закончится. И судя по прогнозу, это произойдет уже через час. Поэтому мы сейчас едем, паркуем машину в наше стойло и ждем, когда поедем на лайнап и будет вам еще заезды, друзья. А то слишком мало. Хотим для вас контента снять побольше, поэтому едем дальше. Кстати, ребят, смотрите, что мне сегодня выдали на гонках. Кто фанат канала, это у нас что? Это наша Audi A4, на которой был когда-то уже 1.8 турбо. Сейчас, кто знает, там VR6 пока в атмо варианте. И вот с этой 200-очкой мы катались очень часто. Поэтому, кто не видел эти заезды, можете переходить на канал и смотреть. Тоха Турбо, подписываемся. Друзья, смотрите, как делается сушка трассы механическим путем. С помощью человека и машины. Смотрите. Опа, нашего товарища. Вот так вот гоняют машины по кругу и сушат трассу. Потому что время ограничено. Это городская трасса. Если я должна быть открыта что-то в районе 8 или 9 вечера. И сейчас делается все в темпе вальса. О, B58 дрочено. Как концепт, да? Сейчас движуха будет.
Красиво, да, конечно, вообще, блин. Такая штука. Я чувствую сразу, но получше едет, чем 40. Это сильно влияет. Влияет. Короче, когда 40 и АТ, она уже, ну, не то. Мелкий капает, короче, как будто все это бесполезно, я не знаю. Хуятина! Хуятина! Насушились со своей стороны только столько, сколько смогли, поэтому осталось надеяться на то, что дождь не пойдет.
Anton Nellerve ja paremale Maarten Õmmik. Siit tuleb nüüd tähtsa vürtsi. Seitse oleks kõik 6 päeva. Täitsa ületavad sekundid. Let's go! Saame alustada. Run what you run. Maarten Õmmik ja Anton Nellerve. Sõidavad kolme hästi. Saame alustada. Run what you run. Maarten Õmmik ja Anton Nellerve. Sõidavad kolme hästi. Ehk siis run what you run. Siirute sellega, mis teid.
kilomeetrit tunnis 200 meetri peale. see on muljetavaldav. lihtsalt küpsetas retiga üle ennast. Siia võtame vahele rattatšuraagi. Anton Elleröö ja Svante Nõmmik. Selles klassis siis võistlusarvestust ei ole. Saavad sõitjad tulla ja testida ja proovida ja mida iganes. Seitse 86 odak, 808 parem. Итак, друзья, мы на базе прошли наши тесты по 1/8. Напоминаю, это 200 метров. Давайте пробежимся по времени, что у нас получилось показать за вчерашний день. Итак, первый заезд получился 7,4 165 километров выход. Второй заезд также самое 7,4 165. Третий 7,39 167. И четвертый 7,33 169. Один заезд последний я закосорезил. Мне показалось, что какой-то был момент со сцеплением, но вроде бы это был букс. Пускай будет так, пока, по крайней мере, потому что после этого машину потестили, все вроде было нормально. Дальше, какие планы? Хочу замерить машину на стенде, поставить время. Разговаривал с владельцем стенда, некая очередь есть, хотим замерить мощность точно, чтобы знать, сколько здесь имеется лошадей под капотом. И тогда, после этого, у меня заказан второй насос, будет ставиться второй насос дополнительный, и машину надо будет чуть-чуть перенастроить. Много, прям сильно больше вытащить не получится, потому что все на пределе, турбина практически отжата, кулера мало, то есть и АТ поднимается, но просадка по топливу не дает покоя, поэтому нужно поставить второй насос. И может быть чуть-чуть какие-то места настройщик сможет сделать лучше. После чего мы едем на официальные соревнования на 1/4 и пытаемся пробить 11 секунд и поехать 10. А так, вчера после вот этих заездов, после последнего, так скажем, запоротого заезда моего, там, где я все равно проехал в итоге из 8 секунд, 1/8, мы поехали и вдвоем с человеком проехал 11:03, 216 выход. До этого было такое же время, но в одного. То есть коробка сейчас стоит шестиступка, может сколько-то дала коробка лучше разгонять машину в дисциплине 100-200. Потом, кстати, тоже замерим 100-200 и будет вывод, что лучше все-таки пятиступка или 6. На сегодня все. Увидимся в следующем видео. Всем пока.